Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, и кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Сегодня я буду раскрашивать в котиках Мурмур-терапия. Я для себя уже выбрала иллюстрацию. Будет вот этот котик или кошечка. Раскрашу в этот раз карандашами. Обычно я отделываюсь сухой пастелью, масляной пастелью. А вообще, может, мне бы и здесь, конечно. Но просто здесь у меня нет фона, и мне это понравилось. Тут я раскрашивала брутфунерами. Ну и, наверное, все-таки, да, я возьму карандаши, тем более в целом карандашами раскрашивать мне нравится. Господи, сколько не протираю эту коробку, в любом случае она заляпывается, хотя сама по себе она, конечно, классная. В общем, сейчас я подберу цвета, решу, каким именно цветом я хочу раскрашивать кошечку, вернусь к вам, пораскрашиваю на камеру. Ну и пока все в том же формате, без ускоренной записи, без промотки. Мне пока так понравилось. Я уже подобрала карандаши, взяла 4. Сейчас скажу, какие именно номера. Во-первых, это 69, 13, 117 и 22. Сейчас я выкраску вот сюда положу и приступлю к раскрашиванию. Не знаю, что получится, но это отдыхалочка, и надо просто получать удовольствие. С чего бы такого начать? Ну, во-первых, конечно, лапки пусть будут такими светлыми. Не то, с чего хотелось бы начинать. Так. Угу. Все, разобралась. Начну вот отсюда. Я так разделила все это по зонам. Всегда со светлого, когда начинаешь, кажется, что карандаши бледные. Да, поэтому проверять, конечно, всегда надо с ярких. Вот если я только-только получила эту коробку, взяла бы эти карандаши, знаете, я бы сказала, ой, что-то как-то бледновато. Не, на самом деле карандаши классные, мягкие, яркие. Я сейчас смотрю на Алиэкспресс, они уже прям намного дороже стоят. Ну, не то, что не, ну, в общем, намного. То есть там даже меньшее количество, по-моему, стоит дороже, чем тогда многие из нас взяли целую коробку, 120 штук. Хотя, может быть, это просто отдельно какого-то продавца, тем более я конкретно не смотрела. Я заходила те самые баллы копить, ну, чтобы обменивать на купоны. То есть мне вторая коробка явно сейчас не нужна, и я думаю, еще долго не будет нужна. Но просто они мне попались в предложенном, я очень-очень удивилась. Ну, видимо, может быть, это либо отдельно какой-то продавец, или, может быть, они просто, не знаю, давали людям возможность попробовать заказать, попробовать отснять видео, написать отзывы. Такое тоже могло быть. Хотя надо посмотреть по той ссылке, где я заказывала, как, в общем-то, и все. Получается такая что-то нежнятинка. Я думала, будет поярче, хотя я буду наслаивать, и цвет становится такой яркий.
Сегодня у меня вообще очень насыщенный должен быть день, потому что в теории мне бы хотелось съездить погулять. Мне хотелось еще вчера, но вчера у меня совсем было много дел и планов. Сегодня дел не меньше, но у меня появились хотелки в магазинах рядом с моим любимым парком, поэтому очень возможно, что я поеду. Но для начала пораскрашиваю. Мне еще нужно тут, записать один урок. Меня попросили, и я это прям с удовольствием делаю. И потом, естественно, смонтировать, если это будет фрагментами, загрузить, дать ссылку человеку. Кое-что из творческих материалов нужно поискать, где у меня лежит, посмотреть. Мне нужны иглы для валяния, они у меня абсолютно точно есть, но неизвестно, какие именно. Потому что нужна будет... Я посмотрела просто в Леонардо на сайте. У них там, где всякие статьи, там все очень, конечно, замечательно рассказано, что нужно. Конкретно нужных номеров иголок-то я и не нашла. Но я подозреваю, это так на сайте. В самом магазине выбор должен быть лучше, но все нужно в руках повертеть, посмотреть, потому что там... Меня, конечно, напрягает, что продают упаковки по 5 штук с одним и тем же номером, но я сейчас не валяю на заказ, например. Мне нужно сейчас вот 2 иголки, одну тонкую, а другую грубую. В общем, посмотрим. Просто абсолютно точно у меня они где-то есть, но не факт, что я их найду вот так вот быстро. И не факт, что это будет нужный мне комплект. Потому что я хочу кое-что к Новому году сделать. Интересненькое для себя. Пока у меня есть такое настроение, я вот хотела бы. Этим воспользоваться. Так, интересненько получается. Вполне. Мне таким образом подобные иллюстрации красить нравится, потому что вообще неожиданно выходит. Никогда не знаешь, какой именно будет результат, какая у зверюшки получится расцветочка. Тут, конечно, надо немножко сгладить, но я еще думаю, будет блендер. Что-то у меня как-то, да, такое деятельное настроение, и времени хватает. Но было бы в сутках побольше. Это очень бы меня выручило.
хочется раскрашивать, делать мыло, вязать, валять из шерсти, не знаю, там что-то такое. Ну вот насчет вышивки вряд ли, хотя я раньше очень увлекалась, у меня даже, если я никому не отдала, где-то лежит набор. Сегодня смотрела очередной обзорчик из Fix Price, и, конечно, обалдеваю, что они прям считают себя вне конкуренции. И при этом у них уже давно есть конкуренция, потому что в других магазинах все в разы дешевле. То есть, да, в Фиксе по-прежнему есть какие-то товары по более низким ценам, но вообще меня удивляет. А когда мне говорят, что в некоторых городах пускают, спрашивая, ну, понятное дело, что при входе, я вообще, честно, в шоке, потому что там же товары первой необходимости. Я вот, например, вчера смотрела сайт фамилии магазина. Они уже загодя готовятся, пишут, что у нас в магазине представлен широкий ассортимент товаров первой необходимости и продуктов питания. Ну, опять же, понятно почему. Чтобы не остаться без посетителей, без клиентов. А тот же самый Fix Price, мне кажется, что там все товары первой необходимости. У нас, правда, еще, слава богу, такого не было, чтобы пускали вот в Москве по этим штуковинам. Но вот когда неделя была, мы сидели дома, я рассказывала, что, например, бытовая химия была в доступе, а те же губки для мытья посуды, да, они были не в доступе. Представляете? Ну, то есть мойте пальцем, ну или когда? В советское время тряпочками, колготками тогда вязали эти губки. Хотя мне интересно, почему никто не додумался тогда, или может кто-то додумался. Вот тогда, знаете, окна же были старые, и эти уплотнители поролоновые. Вот я вот сейчас почему-то все так задумалась, а почему не мыли ими посуду? Ну, такие уплотнители были же у всех в доме. Ну, нет, может быть, конечно, они были в дефиците, в чем я сомневаюсь. Но я-то, правда, случайно обратила внимание на то, что отдел с губками закрыт. У меня-то запас есть. Просто меня удивляет позиция Фикса. Так что да. Не, кошечка получается в целом очень даже милая. Няшненькая. Здесь я еще потом, конечно, где-то затемню, где требуется. Посмотрим. Может быть, даже вот здесь вот так вот, где-то самую малость, кончики. Котика я дораскрашивала, покажу в конце месяца, потому как, ну, уже достаточно у меня работ было показано. Сейчас я буду в мире сказок раскрашивать. Как-то так в этом месяце получилось, что сейчас хочется добавлять их. Ну, это вообще мои одни из любимых раскрасок, но обычно я задействую одну-две каждый месяц. Вот в прошлом месяце, по-моему, в прошлом, ну да, Хэллоуин же был в прошлом месяце, я делала фон акварелью. И, честно говоря, мне это понравилось. Ну, так как вот эта иллюстрация давно раскрашена, и здесь фломастеры, то здесь тоже будут фломастеры на фоне. А я решила выбрать вот эту иллюстрацию. И как раз начну
наверное, с фона уже подготовила акварель. Здесь не знаю, скорее всего, фломастеры тоже будут. Ну, в общем, тут вот я много чего залью акварелью, а уже потом раскрашу остальное фломастерами. Ладно, я уже сбрызнула водой краски. Так, я буду использовать вот эту краску, вот эту и, наверное, ну и вот эту. Так, что тут такое? Так, интересно, с чего начать? Ну, начну как раз с голубого цвета, так как и мне кажется, что нужно подложить лист бумаги, потому как здесь-то все фломастерами. Я надеюсь, все видно. Не, ну может быть здесь будет не так насыщенно, но зато контраст и вообще будет поровнее фон. Хотя это, конечно, небо, и даже если бы фломастеры полосили, не так страшно. Ну можно было еще, кстати, что-то я не подумала, карандашами-то раскрасить. Ну, хотя долго. Вот поверх акварели можно что-то, где-то объем придать, затемнить при желании. Ну, вообще это отдыхалочка. Так, наслаждаться процессом. Вот, хорошо подходит. Вот видите, здесь еще и прям отлично подбирать цвета. Я не знаю, может быть, вообще откажусь от этих непроливашек. Потому что банка, ну, куда прикольнее выглядит. Мне нравится. Одно время мне как-то и в голову не приходило взять банку. А сейчас что-то я прониклась. У Оксаны вот тоже в видео стоит банка такая с ручкой, которая, ну вот, в фикс-прайс продается. У меня есть такая, но это вообще классно смотрится, но я ее по прямому назначению использую. Вот. А мне еще приколола, я когда покупала банки варенье варить, ну я сразу взяла упаковку таких, потому что мне много не надо, у меня даже по факту останутся. Я почему взяла упаковку из 12 штук, потому что, ну, это было все плотно стянуто в слюду, и нести было хорошо, то есть гарантированно ничего не кокнешь, но только если сумку не уронить. Поэтому взяла. Я еще как-то подумала, можно одну использовать вот в раскрасках. Так, ну и самый темный цвет, я вот его обожаю. Он прям очень классный, только я вот здесь боюсь, что... нет, здесь вроде все одинаковое уже. Особенно вот здесь в палитре он смотрится классно, но он и на бумаге крутой. Вообще, мне кажется, что эта палитра, она прям такая удачная. Ну вот кроме розового, пожалуй, цвета, тут оттенки очень удачные. Прям такие цвета красивые. Не, ну в белых там ночах и в более дорогих можно найти, но они же протекают. А это не везде позволительно. Здесь так точно не вариант.
И я давно не доставала раскраски по номерам, кстати, которые у меня чисто под акварель. Вот. Этим тоже нужно в ближайшее время заняться. Эти-то фломастерные и маркерные, но небо там вот. Такие моменты я уж использую. Буду использовать акварель, где прям очень много нужно закрасить. Не скажу, что это будет побыстрее, хотя нет, наверное, побыстрее. Но правда, вот так в процессе это не ощущается, что это как-то прям быстро. Давайте-ка посмотрим, а что у нас с обратной стороны. Не, ну, с обратной все в порядке. Что и следовало ожидать. Просто почему начала с акварели? Потому что сейчас вот здесь начну красить фломастерами, затечет акварель, все на ту сторону пропитается. А нам это не надо. Если вдруг сегодня получится выбраться, погулять, наверное, зайду, может быть, в Леонардо, но пока это не точно. Но мне там надо сейчас не для раскрасок, ни карандаши, ничего такого. Я хочу взять глазки, носики, вот что-то такое. Это мне пригодится. А может быть и не пригодится, потому что если я буду валять из шерсти, то я и все остальное сваляю. И глазки, и носик. Но у меня много наполнителя для вот кресла-мешка. Но он мне по прямому назначению потребуется, но я там редко сижу. У меня бывает, ученицы приходят, переодеваются на одном кресле, которое в балетном зале, но сами понимаете, это так, капля в море, и наполнитель долго не приходится менять. Я его меняла относительно часто, ну, досыпала, когда вот в моей комнате кресло-мешок стоит, и я одно время его вот здесь вот за столом использовала, кстати говоря. Но сейчас это не актуально, поэтому... Вот у меня здесь просто грязная уже такая вода, ну, а здесь начистая пока делаю. Прошло уже немного времени, но где-то минут 30. Я дораскрашивала, ну, в том смысле, что типа как небо, акварелью. Пока раскрашивала, я вспомнила, что у меня есть вот такая акварель гамма, которую я не очень люблю. Я знаю, что многим нравится, но мы все разные. Поэтому, да, у всех свои какие-то запросы, требования. И мне эта акварель не очень нравилась. Хотя я рассказывала, что когда я ее увидела в магазине там на Мясницкой в Библиоглобус, мне прям захотелось купить, но я тогда не взяла и правильно сделала, потому что буквально через некоторое непродолжительное время я где-то в другом месте приобрела, я уже не помню где, может быть, заказывала или в офлайн-магазинах, но взяла гораздо дешевле. И, в общем-то, это мое счастье, потому что мне эта акварель не понравилась. Выглядела коробочка, особенно в первоначальном виде, конечно, суперски. Вот, плюс такой вариант, что и тоже перламутр, и обычные краски, и
неоновые есть. В целом все замечательно, но мне не понравилось, как эти краски ложатся на бумагу, поэтому я не подружилась. Но, тем не менее, например, серебро, да, серебро здесь тоже было неудачное, оно такое с зеленцой, в отличие от перламутровых красок луч. Но там, где перламутр требовался, но раскраска была попроще, точнее, как менее мне нравилось, да, я использовала вот эту. Плюс вот у меня вот эта краска немножко, как видите, ушла. А в основном все как новенькое. Вот с этими подружиться вообще мне нигде не удается. Это вообще какая-то такая тема неоновых оттенков. В карандашах, в акварели, гелевые ручки, не знаю, не идет у меня, и как ложиться не нравится. Я даже когда варила мыло, и казалось бы, у меня мыло с удовольствием покупали, оно многое вообще реалистичное, но вот покупала я на пробу несколько красителей именно неоновых, и они у меня никуда не пошли. Вот. Ну и лежит эта акварель. И я, когда здесь вот красила, я подумала, что, ну, как раз-таки для таких раскрасок пойдет. Не то, чтобы я для этих раскрасок готова использовать все, что мне не зашло и не понравилось, но просто, когда раскрашиваешь что-то не номерное, то принципиально, как это будет ложиться. А здесь все-таки номера, вот эти элементы фломастерами явно будет гораздо хуже красить, потому что элементы большие, а акварель, если она плохо ложится где-то, то как раз здесь она ляжет все равно лучше, чем фломастеры. Вот. К тому же, ну, в общем, в номерах это пойдет хорошо. И я перевернула страничку, все же подумала, что здесь тоже много большие пространства, и лучше раскрасить заранее акварелью, потому что сейчас я здесь буду фломастеры использовать. А я достала, решила попробовать. Я использовала вот эту краску вот здесь, потом вот эту тут и неоновую вот здесь. Неоновую я даже использовала в 2 слоя. Первый вообще отвратно лег, потому что эти еще приличные, перламутр приличный. Здесь более-менее нормально легло. И потом я еще посмотрела, что желтого тут тоже будет много. Опять же, элементы большие. Поэтому взяла вот этот оттенок, раскрасила. А тут я случайно желтым заехала, поэтому вот таким цветом воспользовалась. Вот, и сейчас приступлю к раскрашиванию. Это я, может быть, в следующем месяце или как-нибудь потом сделаю. Главное, что уже есть фон. А сегодня буду раскрашивать фломастерами тут вот. В общем, да, какое-то такое у меня мнение сложилось. Сейчас достану фломастеры, уберу краски. Достала я Бруно Висконти Happy Color. Ну и тогда начну вот с одежды. Тут уже все подсохло, я пошла, сварила себе кофе, попила кофе с печеньками ППшными, которые я сама сделала. Я рецепт в Инстаграм взяла у Кати Путяковой, она там делала пирог. Я тоже сделала как-то пирог, мне очень понравилось, но я подумала, что прикольнее, если по тому же рецепту сделать печеньки. Вот, чтобы не промазывать ничем. А так можно сверху, например, немножко меда, когда хочется. Ну, там овсянка, отруби, орехи, изюм. Ну, то есть, по факту, это все тоже достаточно калорийное, кстати. Но полезное в целом. Там нет сахара. Можно заменитель добавлять, можно мед, можно, как я, вообще не добавить. Хотя нет, я на вот эту большую порцию массы для печенья, да, я добавила, ну, грамм 5 меда. Это там чайная ложка плюс-минус.
чисто так, символически. Ну, потому что мед лучше не подвергать термообработке, в принципе. Короче, вкусно получилось. Тем более там такие маленькие печеньки. Я разрезала там по 12, по 15 грамм. Ну, то есть ПП продукты это тоже не значит, что можно есть сколько угодно. Ну вот, сделала. Вчера в ночи делала. Просто у меня уже нужно было использовать белок. Я же покупаю белок в бутылке, в такой Грово, в Ашане. Но есть еще в коробках во Вкусвилле. Ну вот, и там же тоже свои сроки годности. И я уже понимала, надо вот сделать. Я хочу еще имбирное печенье попробовать сделать к Новому году. Купила уже молотый имбирь. Задумок, конечно, много. Хотя, не, ну, я уже четко знаю, что если я даже решу отметить Новый год, то никакого там мега стола не будет, потому что, естественно, я нарушать свое питание не собираюсь. Вот. Ну вот здесь должен был быть, судя по этим точкам, другой оттенок, но мне захотелось вот именно такой. Я люблю такой цвет. Поэтому взяла его. Ну а то, что видны точки, так узор. Это вроде как зеленый. Лампа светит так, что я не разберу. Ну вот у меня прям такое творческое утро обычно. Но я сейчас еще и за кадром, конечно же, пораскрашиваю, доделаю иллюстрацию. А потом пойду заниматься всякими домашними делами. Так, отличненько. Так, что у нас теперь красный? Фломастер надо взять. Угу. Сейчас возьму вот этот. Какой первый попался? Это у нас Muppet Океан. Не, ну эти фломастеры больше для мелких деталей. В принципе, обычно фломастеры эти не протекают даже, за что их очень люблю. Я сейчас смотрю, выбираю, где у меня такой же Muppet, только Джангл. Но вот он у меня уже давно подсыхает. Но у меня их, правда, несколько. 2 или 3 лежат. Вот еще один. Это прям самый-самый первый. Я уже не помню, сколько ему лет. Тут я взяла второй. Посмотрим, как будет он. Ну, а вот он отлично напитан. А тот я на мелкие детали пущу. Ну, я красным вообще редко пользуюсь. То есть чисто по необходимости, вот где это требуется. Вот. Прямо ровненько получилось, идеально. И вот здесь только аккуратно надо так вот точки поставить. И будет шикарно. Так, и красный цвет еще здесь.
Ну вот то, что я заливала здесь, это не в смысле, что я крашу на отвали, и как бы лишь бы побыстрее. Вот. Но просто это по факту и аккуратнее, и можно, видите, задействовать даже ту же гамму, которая просто так лежала. Так, здесь, наверное, лучше использовать... Сейчас, минутку. Выберу фломастер. Поиспользую-ка я бордовый, потому что цвет красивый, а идет у меня не часто. Поэтому вот такой вот я здесь буду использовать. Тем более, что цвета нам как бы рекомендуют, да, но оттенки можно выбрать разные. А здесь такой коричневый, уходящий в красноту, поэтому вполне можно поиспользовать. Тоже хорошо, ровненько так ложится, когда красишь вот в одном направлении. И потом вот здесь можно аккуратно такими точечками. Я, может быть, еще вот следующую иллюстрацию попозже раскрашу. Потому что я все равно планирую в этом месяце задействовать какие-то номерные. Но я сейчас вот именно выбираю те, что не маркерные, а фломастерные. Почему-то хочется именно их раскрашивать. Но нужно задействовать вот по номерам, которые у меня под акварель. Обязательно. А то тоже давно не бралась за них. По номерам, которые у меня карандашные, я, по-моему, то ли в том, то ли... В общем, или в октябре, или в сентябре я раскрашивала. Так что это еще нормально. Желтый. Угу. Отлично. Посмотрим все равно, как с обратной стороны. Тут вообще все супер. Кстати, я тут в Avon заказала спрей, ну, для тела, и в тот же момент его используют как и освежитель воздуха и так далее. Ну, многие знают эти спреи. Имбирный пряник. Знаете, он шикарен. Он даже на теле долго-долго сохраняет аромат. Не только на одежде, но и на теле. Такой новогодний, классный. Присмотритесь. Это очень здорово. Так, как-то вот этот подсыхает. Сейчас надо другой взять. Я очень надеюсь, что будет лосьон для тела. Но, как мне сказали, что, возможно, и не будет, либо не вот сейчас. А жаль. Может быть, еще один спрей возьму себе. Потому что он прям очень хороший. Мне нравится, что он стойкий. Ну а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в Instagram 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.